Мозг Будды. Часть 7. Кнут и пряник. До сих пор мы обсуждали кнуты и пряники так, будто они воздействуют на нас с одинаковой силой. Однако в действительности кнут оказывает намного более ощутимый эффект, так как наш мозг в целом больше настроен на избегание. Потому что именно неприятные переживания обычно сильнее всего связаны с нашим выживанием. Представьте наших млекопитающих предков, которые прячутся от динозавров во Всемирном парке юрского периода около 70 миллионов лет назад. Им постоянно приходится оглядываться назад, прислушиваться к любому хрусту, быть готовыми замереть, броситься на утек или атаковать. Все в зависимости от ситуации. Ты должен быть быстрым или умереть. Если предки и упускали из внимания какой-то пряник, например, шанс найти еду или встретить партнера, то позже перед ними снова возникали аналогичные возможности. Но если они пропускали опасность вроде хищника, то скорее всего обрекали себя на смерть и тем самым лишались каких бы то ни было шансов найти пряники в будущем. То есть выходит, что особи, которым удавалось выжить, уделяли огромное внимание негативному опыту. Давайте рассмотрим 6 способов, которые ваш мозг использует для того, чтобы вы продолжали избегать кнутов. Первое. Бдительность и тревога. Когда вы бодрствуете и не заняты ничем конкретным, в состоянии спокойствия активизируется сеть пассивного режима работы мозга. Одной из ее функций является слежение за окружением и собственным телом, поиск возможных угроз. Этот тип внимательности часто сопровождается ощущением фоновой тревожности, которая заставляет вас сохранять бдительность. Попробуйте пройтись в течение 5 минут по магазину и не почувствовать ни одного укола тревоги или напряжения. Это будет очень сложно. Однако это довольно объяснимо. Наши млекопитающие предки, приматы и люди, были добычей для разнообразных хищников. Кроме того, в большинстве социальных групп приматов часто встречается агрессия со стороны мужских и женских особей. А в группах гоминид и в человеческих охотнико-собирательских сообществах последние несколько миллионов лет мужчины чаще всего умирали насильственной смертью. Мы стали тревожными не просто так. У нас было много поводов для того, чтобы бояться. Второе. Чувствительность к негативной информации. Обычно мозг определяет негативную информацию быстрее, чем позитивную. Например, выражение лица – основополагающий сигнал наличия угрозы или потенциальной возможности для социальных животных вроде нас с вами. При этом пугающее выражение лица воспринимается намного быстрее, чем счастливое или безразличное. Скорее всего, это связано с быстрой работой миндалевидного тела. Вообще-то говоря, даже когда исследователи прячут пугающие лица на недоступный для сознательного восприятия уровень, миндалевидное тело все равно активируется. Будто какая-то сила притягивает наш мозг к плохим новостям. Третье. Хранилище приоритетной информации. Когда событие расценивается как негативное, гиппокамп следит за тем, чтобы память о нем сохранилась для дальнейшего использования. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Ваш мозг действует как липучка по отношению к негативному опыту и как тефлон по отношению к положительному. Даже несмотря на то, что в большинстве случаев переживаемый нами опыт скорее можно считать положительным или хотя бы нейтральным. Четвертое. Негативное превосходит позитивное.
Обычно неприятные события влияют на нашу жизнь сильнее, чем приятные. Например, ощущение выученной беспомощности формируется всего через несколько неудач, но избавиться от него сложно, даже если пережить множество ситуаций успеха. Люди активнее стараются избегать потерь, чем получить выгоду. По сравнению с теми, кто выиграл в лотерею, жертвам несчастных случаев требуется больше времени, чтобы вернуться к исходному для них уровню счастья. Негативная информация о человеке значит больше, чем позитивная. А в отношениях, чтобы загладить одно негативное взаимодействие, обычно требуется 5 позитивных. Пятое. Сохраняющиеся следы. Даже если вы преодолели внешние последствия негативного опыта, в вашем мозгу все равно сохраняются его следы. Эта информация словно ждет своего часа и готова снова активировать пережитый опыт, как только вы столкнетесь с похожим неприятным событием. Седьмое. Замкнутый круг. Негативные переживания таким образом создают замкнутый круг, развивая у вас пессимизм, недовольство собой и склонность к чрезмерно бурным реакциям. Избегать значит страдать. Вы уже убедились, что негативные искажения встроены в наш мозг и провоцируют постоянное избегание. Эти искажения заставляют вас страдать по разным причинам. Во-первых, они создают тревожный фон, который некоторые люди ощущают очень остро. Кроме того, из-за тревоги сложнее сместить внимание в сторону самосознания, так как мозг пытается постоянно сканировать окружение на предмет наличия проблемных стимулов. Во-вторых, негативное мышление взращивает и усиливает неприятные эмоции – злость, грусть, подавленность, вину и стыд. Оно подчеркивает пережитые нами потери и неудачи, преуменьшает существующие возможности и преувеличивает потенциальные препятствия. Следовательно, разум постоянно пытается выносить несправедливые заключения насчет характера человека, его поведения и потенциальных возможностей. И эти суждения могут воздействовать на вас уничтожающе.